Всем доброго утра. Вы знаете, друзья мои, на самом деле за эти годы мы с вами затронули очень-очень многие темы, очень многие вопросы, о которых мало кто слышал и которые были мало освещенные, а может быть и какой-то абсурд всегда вместо ответов находили люди, и еще больше запутывались, не понимая, где правда, где ложь. Наверное, один из моих главных миссий в этой жизни – это расставить по полкам все ваши сомнения, все ваши вопросы, которые за жизнь возникали. Я вам рассказывала о лесных духах, о духах дома, причем то, что мало где услышите. Не шаблонные темы. Мы с вами узнали о направлениях магии, о восточных духах, о западных духах, о различных мастерствах, мастерах и прочее, прочее, очень много. Вот после ролика «Ночной дозор» и после моего рассказа о том, кто есть вокруг нас и какие функции они выполняют, и почему многие заговоры направлены к ним, ведь я случайно ничего не даю людям. Все мои работы имеют логику и смысл. Мне вот посыпалось очень много рассказов по поводу того, как внезапно из ниоткуда возникало спасение ночью для людей, что они видели, чувствовали. Вы знаете, я решила сделать такой интересный эксперимент, поскольку под роликами читают, но не так уж много и неохота иногда текст читать людям. Я хочу тем людям, которые хотят рассказать свою историю, попросить сделать следующее. Отправить мне голосовое с рассказом о своей истории. Можете представиться просто, ведь вас не видно и так, если вы не хотите, чтобы о вас узнали. Просто сказать: здравствуйте, меня зовут вот так-то. Вот в моей жизни была такая ситуация. Ваша встреча с мирами духов. Как вы столкнулись, при каких обстоятельствах, что было при этом, что происходило. И я просто буду включать вашу запись и создам целые ролики ваших рассказов. И люди послушают, интересно, ведь людям, может быть, у кого-то была похожая ситуация, чтобы они поняли, что это было, откуда это пришло и прочее. Давайте создадим такую серию, скажем так, голосовых записей. Вы можете просто отправить голосовое со своим рассказом. Ну, пусть это будет минуты 3, 4, 5. Коротко, ясно, четко свой рассказ. И я просто эти голосовые в одной общей записи выставлю. И кому интересно, те узнают истории, которые с вами произошли. Потому что много интересных историй пишут люди под различными темами. Не все же их видят. Я вижу, например, я когда смотрю за каналом, читаю под роликами. Но не все их видят, на самом деле. Не все читают это все. А хотелось бы, чтобы это было для широкой публики, потому что есть что рассказать. Есть наш мир разнообразен, он необычен, он очень глубокий, очень таинственный и таит в себе очень много тайн, которые до сих пор не раскрыты. Но единственное, что я знаю наверняка,
что есть мир духов. И его присутствие мы часто видели. Вначале пугались, а потом, может быть, даже радовались тому, что действительно это есть. Потому что не может быть, чтобы дома, знаете, скрипели полы, словно кто-то ходит, скрипела мебель, чтобы были звуки, чтобы были вещи и сны, и потом они сбывались, чтобы были стуки в дверь или в окно. Я помню рассказ одной женщины, которая сказала, что они баловались, в общем, в студенческие годы, друзьями собрались и решили вызвать дух. Вот как обычно это делают на тарелке. Что-то там спросить. И одним словом, когда начали вызывать, то послышался стук в окно. Они жили на каком-то там этаже, в общем, в высотке. И после этого у них был очень жуткий страх, и до утра боялись спать. И много таких подобных случаев, которые просто, не поддаются научному объяснению, как бы наука не пыталась это все объяснить. Но оно существует. Расскажите, может быть, у вас есть рассказы о кладбище, может быть, есть рассказы о том, что духи вас предупреждали. Может, есть рассказы именно воочию столкновения с привидением, или когда они применяли на вас физическую силу. Все что угодно. Четкий, конкретный, интересный рассказ, который можно включить, записать. Вместе со всеми рассказами я соберу воедино и по очереди как бы включу, естественно, запишу как ролик и выставлю. И я думаю, что людям это будет интересно. Они вспомнят многие случаи своей жизни в том числе. Обычно наше состояние измененного сознания, когда нам очень тяжело и плохо, после стрессов и прочее, у нас открывается некоторое время, некая, знаете, функционирует еще какая-то часть, потаенная часть мозга, и мы способны в этот момент видеть некоторые вещи, которые потом исчезают, закрываются. Вот это видение увидим, например, всю жизнь. А у простого человека во время очень ужасного стресса, очень тяжелого момента в жизни, когда у него открывается нечто, и он может ощутить, видеть потусторонний мир. Еще одна наша зрительница написала, что когда решила что-то сказать мужу, который спешил на работу, вышла к лифту и увидела, что за ним стоит человек в черных одеждах, одеяниях. И не подошла почему-то к мужу, те зашли в лифт, после чего она полюбопытствовала, позвонила ему, спросила, кто это был с тобой. И тот поклялся, что никого не было, но сам очень жутко испугался. А ведь действительно она увидела кого-то, некто, кто зашел в лифт. Люди слышали голоса, люди видели определенные вещи, после чего у них там случались катастрофы. Люди чувствовали на кухне запах своей матери, умершей, например, ее духов. Женщина рассказывала, что зашла в ванну и почувствовала шампунь мужа, которым она не пользовалась и терпеть не могла этот шампунь, но он очень любил. И после его смерти она, естественно, не пользовалась этим всем. И, зайдя в квартиру, внезапно почувствовала, словно кто-то только что искупался в ванной, и вот этот запах шампуня почувствовала. Много-много явлений, которые мы называем аномальными, на самом деле это всего лишь необъяснимые вещи. Аномальных явлений в природе не существует. Если что-то есть, это не аномальное явление. Это реальность. Я вам рассказывала о временных воронках, о том, что мы можем находиться в одном измерении и с другим человеком, который живет на другом конце света.
И пройдя вот этот портал постоянно, мы можем ему являться как привидение или призрак. Он нас примет за что-то такое потустороннее. На самом деле мы живые люди, которые просто из кухни зашли в ванную. И пересекая вот этот портал на одном уровне, мы где-то там в Бразилии отразились, понимаете? И человек подумал, что это вот в бегудях призрак прошел. Но есть и действительно настоящие случаи, от которых волосы дыбом. Я вам очень много рассказывала. Откройте, например, мои лекции «Предание предков», «Змеи», «Духи леса» и прочее, прочее. Многие рассказы дошли до нас, и многие рассказы передавались из уст в уста, много поколений. Ваши бабушки наверняка что-то там рассказывали о гиблых местах, о том, где люди пропадают, что кто-то их заманивает, зовет и прочее, прочее. Много-много необъяснимого, но очень мистического, интересного, что можно было бы узнать нашим зрителям. Итак, жду ваши голосовые. Через некоторое время запишу это все и выставлю. Ну, насколько много придет, собственно говоря. И, пожалуйста, большая просьба, пишите, что в голосовом мой рассказ, чтобы я поняла сразу и отложила, сохранила вот эти голосовые сообщения для того, чтобы потом записать. Если их будет много, я могу 2 серии создать. Это не проблема. Жду ваши рассказы. Раз уж вы хотите рассказывать, если вас тянет поделиться этими историями, лучше отправьте голосовой, я просто выставлю. Всем удачи!